Святой Грааль спрятан в России. Тамплиеры. Связь самого богатого рыцарского ордена с Россией. 13 октября 1307 года король Франции Филипп IV Красивый приказал арестовать всех французских тамплиеров. Орден был официально запрещен, но следы исчезнувших тамплиеров обнаруживаются даже в России. Изучая литературу о преемниках ордена тамплиеров, можно заключить, что современные тамплиеры значительно отличаются от тех, кто когда-то был одним из самых богатых орденов средневековой Европы. Однако в России до сих пор есть люди, считающие себя потомками этих храмовников. В 1917 году Аполлон Андреевич Карелин, один из теоретиков анархизма, вернулся из Франции, где прошел инициацию и был принят в орден. Он приехал в Россию с целью создать восточный отряд тамплиеров. В 1920 году орден был сформирован Карелиным вместе с Андреем Белым. Первые рыцари, принявшие посвящение, включали таких известных личностей, как актеры Завадские, Смышляев, Чехов, математики Солонович и Бем, научные работники Проферанцев, Сизов, Киселев, Дорогова, искусствовед Сидоров, поэт и писатель Аренский, художники Никитин и Уитенховен, анархисты Богомолов и Аносов. Орден тамплиеров включал несколько подорденов, которые служили подготовительными ступенями: Орден Света, Орден Духа, Храм Искусств. В организации сохранялась строгая иерархия. Рыцари продвигались по степеням посвящения, сдавая экзамены, которые включали рассказ нескольких легенд и произнесение тайной формулы. Существовало также братство милосердия, объединявшее как посвященных рыцарей, так и людей, близких к ордену, но не вступивших в него формально. Цель братства заключалась в оказании помощи нуждающимся таким образом, чтобы они не догадывались о ее источнике. На встречах рыцарей обсуждались древние легенды, читались лекции по космологии и философии, а также о рыцарстве, мире духов, Атлантиде, бесконечности вселенных, духовных началах человека и его земных воплощениях. Несмотря на наличие анархистов, орден не ставил перед собой политических целей. Однако АГПУ считала иначе и в 1930 году арестовала и репрессировала многих тамплиеров, называя их анархомистиками. Тамплиеры были самым богатым рыцарским орденом в истории, превосходившим по богатству многие государства. Главная тайна, которую они оставили после себя, это их золото, исчезнувшее загадочным образом. Одна из версий, хотя и маловероятная, утверждает, что золото тамплиеров можно найти в России. Согласно этой версии, в одну из ночей перед арестами ценности тамплиеров были вывезены из Парижа в Порт-Ла-Рошель и погружены на 18 галер, отправившихся в неизвестном направлении. В 1307 году Юрий Данилович Московский встретил в Новгороде заморских калек, пилигримов, прибывших на 18 судах с огромным количеством золота, жемчуга и драгоценных камней. Эти каалики пожаловались на неправду князя Галлов и папы. Эта версия, как и любая конспирологическая теория, основана на смелости и отсутствии доказательств. Существуют также слухи, что Успенский собор во Владимире был построен на деньги тамплиеров. Это предположение основано на том, что Андрей Боголюбский, возможно, участвовал во Втором крестовом походе. Хотя достоверных сведений об этом нет, некоторые историки-ревизионисты считают это подозрительным. Основой для этой гипотезы служит упоминание в трудах Василия Татищева о том, что германский император Фридрих I прислал к Андрею Боголюбскому мастеров для строительства собора. Однако эта гипотеза не имеет достаточных доказательств, особенно учитывая, что в годы строительства собора тамплиеры еще не достигли своего пика богатства. Орден Восточных тамплиеров – современная организация с представительством в России. Центр ордена находится в Калифорнии, где Алистер Кроули основал ложу Агапи. Орден признает свое расхождение с традиционным масонством, но также имеет степени посвящения. Членами ордена могут стать как мужчины, так и женщины. Московское отделение ордена, убежище Пана, было создано 15 апреля 2000 года по хартии Высшего совета Ордо Темпили Ориентис. Программа ордена включает изучение магии и мистицизма. Но его связь с историческими тамплиерами ограничивается названием. Еще одна гипотеза связывает возвышение Москвы с богатством тамплиеров. Сторонники альтернативной истории утверждают, что Москва долгое время была опорным пунктом тамплиеров. Летописи свидетельствуют о массовом приезде в Москву служилых людей с 1305 по 1314 год. Эти рыцари, приехавшие из Орты, Литвы и Германии, предположительно были тамплиерами, сбежавшими от инквизиции и французского короля. Однако большинство историков не поддерживают эту гипотезу. Святой Грааль – одна из главных загадок,
оставленных тамплиерами. Некоторые историки утверждают, что Святой Грааль до сих пор находится в Москве, возможно, в подземельях между собором Василия Блаженного и Кремлем. Дмитрий Зенин считает, что артефакт попал на Русь как приданое английской супруге русского князя Владимира Мономаха. Сторонники теории о русских тамплиерах часто опираются на символику, найденную в различных местах. Восьмиконечные звезды на соборе Василия Блаженного, кресты и розы на старых кладбищенских решетках, орнаменты лепнины сталинских высоток. Несмотря на недостатки таких исследований, некоторые влиятельные русские дворянские роты, такие как Щукины, Назимовы, Нестеровы и Суворовы, действительно имели предков тамплиеров. Однако за несколько поколений они полностью ассимилировались в русской культуре и больше не имели своязи с орденом Жака де Молли. Масонские ложи, существовавшие в России, также имеют далекое отношение к тамплиерам. Иногда лучше, чтобы тайна оставалась тайной. Святой Грааль спрятан в России. Тамплиеры – связь самого богатого рыцарского ордена с Россией. 13 октября 1300... Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.